время упрощения. Упрощается все. Нам гораздо проще стирать белье, мыть посуду, перемещаться в пространстве. Однако вместе с этим, к сожалению, упрощается и культура. Культура становится другой. Она меняет темп, она меняет глубину, она меняет очень многие свои параметры. Я не берусь осуждать этот процесс. В нем есть вполне объективные обстоятельства и очень позитивные обстоятельства. Изменение способа коммуникации, вообще новая цивилизация коммуникации, которая связана с развитием интернета и всевозможных других технических новшеств, многое действительно упрощает и улучшает, но опять-таки за счет потери глубины. Есть субъективные моменты, связанные, например, с упрощением культуры в нашей родной стране. Они не всегда позитивны. Мы прекрасно понимаем, что мы за счет развития разных средств массовой коммуникации, телевидения, очень многое теряем тоже. Что можно этому противопоставить без осуждения? Можно противопоставить места глубины, которые мы в состоянии создать сами. К сожалению, не так много жанров, в которых эти места возможны. Очень трудно соединить это с какими-то новыми институтами, но можно соединить с институтами традиционными, например, такими как музеи. Вот музеи имеют все шансы и все основания стать местами углубления культуры. Пока они, к сожалению, в массе своей такими не являются. Для того, чтобы это произошло, нужна очень большая работа. Из чего эта работа состоит? В первую очередь из целеполагания. Любое музейное действие, любое музейное движение, от проветривания фондохранилища до работы с любой аудиторией, не говоря уже о главных задачах выставочных, экспозиционных, научных и так далее, любое это действие должно быть очень продумано с точки зрения целей. Цели формируются, и цели формируют глубину. Одновременно решается множество задач. Я бы сравнила эту деятельность по целеполаганию с матрешкой. Одна цель вставляется в другую, другая в третью. Их много, они накапливаются. Причем парадоксально, что в отличие от японской, русской игрушки, это не всегда уменьшение целей. Они могут быть одного размера, но они вставляются друг в друга и перетекают друг в друга. Вторая очень важная вещь. Музейный процесс, музейные действия важнее какого-то конечного результата. Мы не стремимся к какому-то делу, а мы идем к нему, совершая вот эту работу по целеполаганию. И, наконец, важнейший ресурс для музейной деятельности, далеко не оцененный и далеко не всегда используемый, это партнерство. Ресурс неоценимый, ресурс, который требует очень большой открытости, и, поверьте, гораздо меньше денег. Поэтому мой призыв к сообществу – давайте усложняться.